Самый большой аквариум в мире, самый высокий небоскреб, самые лучшие пляжи, самое большое колесо обозрения, сады цветов, горнолыжные курорты и все это посреди пустыни. Где бы это могло быть? Конечно, речь идет о Дубае. Главные достопримечательности Эмиратов не музеи и галереи, а отели, аквапарки, ночные клубы и торговые центры. Дубай давно стал меккой для туристов. Размах здесь ощутим везде – в небоскребах, в длине автомобильных развязок, в фонтанах, по величине сравнимых с княжеством Монако. И это далеко не все, чем может удивить загадочный Эмират. Что вы скажете, например, о целых архипелагах искусственных островов? Еще совсем недавно государство Объединенных Арабских Эмират представляло собой огромную пустыню с редкими оазисами и неказистыми маленькими городишками. Но вместе со спросом на нефть в страну пришло благополучие. Главы каждого из Эмиратов смогли удачно вложить прибыль, полученную от нефтяного промысла, и пустыня превратилась в сад и туристический рай. В Дубае построили множество шикарных отелей, развлекательных и семейных центров. Толпы туристов со всего мира повалили сюда насладиться отпуском премиум-класса. Главной проблемой туристического рая в Дубае стало то, что спрос на отдых класса люкс значительно превысил предложение. Длина у этого Эмирата всего 72 километра. Чтобы расширить площадь и построить больше отелей и развлечений, в 2001 году в Дубае создали первый искусственный остров, который часто называют «восьмым чудом света». Инициатором этого грандиозного проекта стал правитель Дубая шейх Мухаммед Аль-Мактум. Пальма Джумейра – это рукотворный остров площадью около 6 квадратных километров, построенный на 110 миллионах кубических метров песка, вынутого из моря. Проект оказался суперуспешным, и в 2006 году формирование суши завершили и территорию отдали под застройку. Успех вдохновил авторов проекта, и так в Дубае появляется проект целого архипелага искусственных пальмовых островов. Это пальма Джумейра, пальма Джубел-Али и пальма Дейра, а между ними располагался искусственный архипелаг из более чем 300 островов, расположенных в форме карты мира. И архипелаг Вселенная, состоящий из сотни мелких островов, устроенных в форме Млечного Пути из Солнечной системы. На проект были потрачены астрономические деньги. По официальной информации, стоимость пальмовых островов составила целых 7 миллиардов долларов, а архипелаг Мир обошелся в 25 миллиардов. В общей сложности длина береговой линии Дубая должна была вырасти до 1500 километров. В рамках проекта Мир решили продавать целые острова под застройку мировым знаменитостям, а на остальной территории планировалось построить сети отелей, развлекательных заведений и частных вилл, которые можно было выгодно реализовать инвесторам, а часть земли должна была остаться в собственности шейха Мухаммеда. Девелоперами выступили две госкомпании – Dubai World и Nahil. Инженерные работы и строительство выполняли подрядчики из Европы и Америки. Энтузиазм шейха Мухаммеда привлек миллиардеров со всего мира. Они спешили вкладывать в недостроенные острова деньги и покупать недвижимость. Дороговизна, а значит и высокая сложность строительства островов имеет свои причины. В первую очередь это проблема песка. Его пришлось извлекать и транспортировать со дна Персидского залива. Песок из пустыни не подходил, он оказался слишком мелким. Также, чтобы волны не разрушали острова, их оцепили гигантскими волнорезами в 4 метра. И дополнительно потребовались усилия, чтобы улучшить циркуляцию воды в бухте, чтобы вода не застаивалась и не цвела. Многие строители и персонал отказывались долго пребывать на кораблях, с которых велась застройка, из-за сильной жары и тяжелых бытовых условий. Ко всему этому потенциальные покупатели интересовались надежностью и долговечностью искусственных островов. Ряд экспертов утверждал, что в результате изменения климата на Земле и повышения уровня воды в Мировом океане уже через полвека созданные участки суши уйдут под воду.
Но сторонники проекта опровергали эти данные, успокаивая инвесторов тем, что их владения останутся на плаву минимум 800 лет. Экологи также не испытывали большой радости от столь сильных изменений, происходящих в водах Персидского залива, и неоднократно высказывали опасения по поводу негативного влияния островов на флору и фауну прибрежной зоны. Скептики заявляли, что острова могут нарушить природный баланс, а усиленное использование бухты приведет к ее загрязнению. Нужно отметить, что правительство Дубая всегда прислушивалось к замечаниям зеленых, поскольку само заинтересовано в развитии туристической отрасли. В частности, вокруг островов устроили искусственные рифы, на которых создали благоприятные условия для проживания морских обитателей. А на центральных островах архипелага Мир планировалось установить станции по опреснению и очистке воды. В планы входило также использование экоэнергии. Но в 2008 году грянул мировой финансовый кризис и изменил все. Шейх Мухаммед несколько месяцев отрицал, что кризис никак не повлиял на Эмират, но вскоре десятки проектов оказались замороженными и начались массовые увольнения. Компания Dubai World обратилась к инвесторам, вовлеченным в сооружение островов, с просьбой отсрочить на полгода выплаты по долговым обязательствам. Сумма долгов девелопера составила $60 миллиардов. Правительство Эмирата также сообщило о намерениях реструктуризировать госкомпании Dubai World и Nahil. В один момент эпохальные стройки превратились в безлюдные и запрошенные груды песка. Если сейчас посмотреть на архипелаг с высоты птичьего полета, он производит удручающее впечатление. К счастью, восстановив за несколько лет экономику, Дубай предпринял усилия по исправлению ситуации. Однако вернуть проекту былой размах не удастся. На Пальме Джумейра ведутся продажи недвижимости, однако цена сильно упала. Инвесторы отказываются от ранее приобретенных объектов, потому что вокруг них продолжается стройка. Жить и отдыхать в таких условиях невозможно. На Пальме Джебел Али все работы приостановлены, и застройщики начали возвращать деньги инвесторам. Проект Пальма Дейра в 2013-м попытались спасти, уменьшив его размах и проведя ребрендинг. Но больше всего проблем связано с достройкой архипелага The World. Здесь, помимо финансовых трудностей, присутствуют еще и логистические. В отличие от Пальмы, архипелаг не соединен с материком, и доставка на него чего-либо сопределена с дополнительными расходами и трудностями. Так как большая часть работ по рекультивации земель была выполнена до кризиса, а острова на 70% распроданы мировым знаменитостям, анонимным покупателям и крупным инвесторам, то с 2013 года работа на архипелаге постепенно возобновилась. Однако ситуация далека от идеальной. Проект же «Вселенная» в 2009 был окончательно заморожен. Но, несмотря ни на что, правительство Дубая планирует довести создание архипелага искусственных островов до логического завершения и верит в его успех. Большие надежды были возложены на выставку Экспо 2020, событие мирового значения. Проходит сейчас в Эмиратах в эти дни и до весны 2022 года. Планировалось, что мероприятие привлечет к проекту внимание и новых инвесторов. Многие страны мира вкладывают денежные средства в рисковые инженерные решения. Некоторые из них становятся успешными, а некоторые прогорают. Однако сам факт реализации такого проекта иногда имеет больше значения, чем коммерческий успех. Стройки века привлекают туристов и поддерживают экономику, становятся новыми символами и служат национальной гордостью. Независимо от того, окупятся ли затраты на возведение искусственных островов, они уже вошли в историю и привлекают миллионы людей со всего мира своей дерзостью инженерной мысли и масштабом мечты. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Переходите на канал, где очень много интересной информации о жизни в Дубае и не только. И до встречи в новом ролике. Пока-пока!